Мы не говорили о поездке Путина в Пхеньян, ведь сама по себе встреча Путина и Ким Чен Ына мало интересна. Ну да, Путин доруководился до того, что теперь в военном отношении зависит от КНДР. Но этой новости уже больше года, на сенсацию тут не наскребешь. Куда интереснее реакция Южной Кореи. Советник по нацбезопасности заявил, что рассмотрит вопрос о снятии запрета на поставки оружия напрямую в Украину. И это, в отличие от подписанных Путиным с Кимом соглашений, момент важный. Потому что Южная Корея, как потенциальный союзник Украины, может сыграть заметно большую роль, чем союзники западные. Дело в том, что положение и образ жизни Южной Кореи последние 30 лет радикально отличаются от того, что происходит в Европе и Соединенных Штатах. Давайте сегодня это обсудим, это интересная тема. Прежде чем начнем, хочу напомнить. В Москве и Петербурге сейчас антивоенные кандидаты собирают подписи за выдвижение в Мосгордуму и губернаторы. В Москве подписи можно оставить на госуслугах. Если у вас есть регистрация в Москве, заходите по ссылке в описании и оставляйте подпись за кандидатов от Яблока и поддержанных Борисом Надеждиным. Ссылки все в описании. Ну все, начинаем. Окончание Холодной войны стало для западного мира невероятным толчком развития. Постоянная необходимость держать порох сухим, поддерживать избыточную армию и раздутый военно-промышленный комплекс – это такая степень нагрузки на государство, которую сложно переоценить. Дело не только в прямых государственных расходах. Дело в том, что военно-промышленный комплекс, в отличие от самой армии, пожирает много ценного человеческого капитала. В армию часто идут бедные и необразованные люди, кого остальные социальные лифты не возят. С ВПК же все иначе. Образование и навыки, необходимые для производства ракет, истребителей, танков и радаров, те же, что необходимы для производства микропроцессоров, смартфонов и спутников связи. Даже в производстве самых банальных пушек, снарядов и автоматов нужны высококвалифицированные рабочие, которые намного больше пригодились бы на каком-нибудь автомобильном заводе. В ВПК нельзя просто понабрать людей по объявлению с улицы и рассчитывать, что на токарном станке они вам наклепают то, чем и из чего можно стрелять. В период Холодной войны огромное количество профессиональных рабочих, инженеров, ученых было вовлечено в откровенно непроизводительный труд. Они свои навыки, знания и таланты вкладывали в разработку и производство оружия, обреченного стать ржавой пылью на складе. У танка или баллистической ракеты нет гражданского применения. Вложенные в них деньги, время и знания фактически выбрасываются на помойку. Безгранично разбухающий оборонный комплекс – чистый ущерб для экономики. Он отжирает ресурсы, ничего не давая взамен. Конец Холодной войны не только сократил прямые госрасходы, он еще и высвободил огромный человеческий ресурс. Ресурс, который еще вчера безрезультативно обсчитывал боеголовки, пошел создавать чудесный высокотехнологичный мир, где у любого школьника в кармане больше вычислительной мощности, чем 30 лет назад было у всего Пентагона. Сегодня нейросеть может нарисовать целый мультфильм по нашему запросу ровно потому, что с конца 80-х выпускнику-математику стало совсем неинтересно киснуть в конструкторском бюро Lockheed Martin. Потому что выпускник этот захотел карьеру в Microsoft или свой стартап. Ведь работать в IT гораздо прибыльнее и перспективнее, чем на военных. Когда-то самые светлые умы были собраны в Манхэттенском проекте, а сейчас в Гугле и SpaceX. Работать на государство не престижно и невыгодно. Вместо славы и дефиле в черной водолазке на презентации нового продукта ты получаешь разве что режим секретности. Как только государства перестали вкачивать в оборонку избыточные деньги, самые амбициозные и талантливые, а за ними и все остальные, радостно перешли в гражданский сектор. Россия, кстати, пережила этот процесс на максималках. Выдающаяся российская сфера высоких технологий, все наши Яндексы и Билайны не на ровном месте возникли. Просто выпускники Мехмата и Бауманки, которые должны были обсчитывать гироскоп для баллистической ракеты, на рубеже 80-х, 90-х вдруг обнаружили, что ракет в таком количестве больше никому не нужно, и пошли придумывать себе более осмысленное занятие. Запад, конечно, не так включился в гонку вооружений, как СССР. Сейчас поговорим подробнее об этом всем, а еще о Южной Корее и что с ней происходит после небольшой рекламы. С 1 июня в Германии вступила в силу программа «Карта шансов». Визу выдают на срок до года. С ней вы можете приехать в страну и искать работу прямо на месте, посещать собеседования, проходить переквалификацию. По визе также можно легально работать до 20 часов в неделю, прежде чем вы получите оффер на полную ставку. А как получите, сможете сделать себе рабочий ВНЖ, не выезжая из страны.
Карта шансов упрощает в разы поиск работы. Немецкие компании охотнее берут тех, кто уже находится в Германии и имеет разрешение на работу. Если у вас есть высшее образование, которое Германия признает, а оно признает большинство вузов России и СНГ, этого достаточно, чтобы получить карту шансов, и языковые сертификаты вам не понадобятся. Германии очень нужны квалифицированные специалисты. На трудовом рынке более 1 миллиона 700 тысяч незанятых вакансий. Поэтому государство идет навстречу иностранным работникам и упрощает миграционное законодательство. Теперь можно быстрее получить гражданство за 3-5 лет, не отказываясь от прежнего паспорта. Однако, чтобы переехать в Германию по этой визе или как-то еще, придется перелопатить гору информации на немецком языке. Правила постоянно меняются, есть масса нюансов, поэтому перед тем, как подавать на визу, лучше посоветоваться со специалистом компании Интермигра. Это можно сделать бесплатно, оставив заявку по ссылке в описании. Интермигра уже помогло многим русскоязычным клиентам перебраться в Германию. Каждый из сотрудников компании имеет опыт эмиграции сам. Они знают не только, как составить идеальную заявку на визу, но и как обустроиться в новой стране без лишнего стресса. При необходимости организуют для вас карьерные и налоговые консультации, помогут устроить ребенка в школу или открыть счет в местном банке. Интермигра сделает ваш переезд в Германию и обустройство проще и комфортнее. Ссылка, напомню, в описании. Продолжаем. Запад, конечно, не так включался в гонку вооружений, как СССР. У него было гораздо больше ресурсов, и тратил он меньшую их долю. Но все-таки жизнь в режиме постоянной подготовки к большой войне очень затратное развлечение. Ну и это прекратили. В результате получилось то, что мы наблюдаем сейчас. Союзники Украины оказались в положении догоняющих. Их военно-промышленный комплекс был просто не готов к войне в стиле Первой мировой. Например, нынешнюю войну называют войной дронов. Но обратите внимание, что это совершенно не те дроны, на которые все первоначально рассчитывали. Всем казалось, что наступила эпоха ударных дронов. Турецкие байрактары, американские рапторы. Так представляли оружие войны 21 века. Так войну 21 века видели армейские теоретики, к ней они и готовились. Пластмассовый кукурузник, который тихонько коптит небо со скоростью учебной Цесны, прекрасно подходит, чтобы выслеживать и прицельно высекать сборище террористов в пустыне. В войне высокой интенсивности, где у обеих сторон глубоко эшелонированное ПВО, такого рода беспилотники не выживают и нескольких минут на расстоянии удара противника. Когда западные страны сунулись на свои резервные склады за танками, снарядами и пушками, выяснилось, что они вообще не представляли, как обстоят дела с вооружением. Что из сотни танков заводится 10, а 50 уже по башню в землю вросли. Оказалось, что США, страна с самым могущественным ВПК, производит 15 тысяч снарядов в месяц, а это маловато. Что очень большая номенклатура высокоточного оружия в принципе не способна работать в условиях противодействия радиоэлектронной борьбе. И сложно в этом кого-то винить. Запад сознательно разоружался. Финансовые, людские, интеллектуальные ресурсы – все перетекало в мирное русло, на службу благополучию и прогрессу. Если твой враг ИГИЛ или хуситы, у которых из техники только тойотовские пикапы, тебе не нужно, чтобы даже 10 из 100 танков заводились. Хватит и 2. Если учесть все войны, в которых США участвовали за 30 с лишним лет, начиная с бури в пустыне, то отстреляли они за это время в сумме снарядов меньше, чем в этой войне тратится за неделю. Франция и Германия четко понимают, между собой они воевать не будут, и соцблок с Востока на них своим могучим плечом больше не давит. Так зачем тратить финансовый и людской ресурс на производство и хранение миллионов снарядов, которые никогда не выстрелят? Зачем придирчиво инспектировать танки, которые никогда не сдвинутся с места? Лучше тех, кто должен был залезать под танк, проверяя состояние катков, за те же деньги в соцслужбу устроить. Пусть за неблагополучными детьми приглядывают. То, что задним числом кажется безалаберным и наивным отношением к жизни, эта концепция вечного мира дала Западу 30 лет благополучия и процветания. Ресурсы шли на улучшение жизни людей, они сжигались в топке военных производств. Но действовать так решили далеко не все государства. Южная Корея совсем другой калинкор. По сути, на Корейском полуострове холодная война никогда не заканчивалась. На севере находится тоталитарный коммунистический режим, сталинский СССР, доведенный до гротеска. Режим этот никогда не дает поводов сомневаться в его готовности напасть на южного соседа при первой же возможности. Южная Корея ни на минуту не забывает, что над ней висит угроза войны. Причем войны не экспедиционные, где дроны воюют против бородачей с ржавыми автоматами,
а такой, как сейчас в Украине, с траншеями длиной в сотни километров, с тысячами единиц бронетехники и миллионами снарядов, летящих в обе стороны. В 50-миллионной Южной Корее 500 000 человек стоит под ружьем. Еще 4 миллиона в армейском резерве. Там никогда не отменяли и не сокращали призыв. Он там всеобщий, как в Израиле. Южная Корея, несмотря на скромные размеры, занимает 11 место в мире по оборонным расходам. У нее танков в 5 раз больше, чем у Франции, и лишь в 1,5 раза меньше, чем у гигантской Индии. По совокупному индексу военной мощи Южная Корея занимает 6 место в мире, превосходя любую европейскую страну. И самое главное, сейчас Южная Корея обладает одним из самых выдающихся и передовых ВПК в мире. Очень быстро наращивает свой военный экспорт, продает артиллерийские снаряды США для пополнения запасов после помощи Украине. Новейший южнокорейский танк К-2 «Черная пантера» уже закупила Польша, а Египет, Румыния, Норвегия и Словакия рассматривают к покупке. У Южной Кореи не было шанса расслабиться. Сейчас это одна из самых боеготовных стран в мире. У нее есть и новейшие разработки, и, в отличие от западных стран, очень большие резервы оружия и боеприпасов. При этом Южная Корея, хоть и однозначно поддерживает Украину, в деле поставок вооружений держала нейтралитет. Да, она восполняла американские запасы, подточенные помощью Украине, но прямую помощь не оказывала. И у этого есть понятное объяснение. Главная проблема Южной Кореи находится не в Европе, а прямо по всей длине северной границы. Провоцировать дружбу и любовь между Путиным и Ким Чен Ыном, давать России повод для поставок технологий режиму КНДР в планы южнокорейцев вообще не входит. У режима Кимов уже есть ядерные ракеты. Провоцировать Россию, чтобы та помогала с такого рода разработками, идея очень плохая. Поэтому Южная Корея ведет себя как союзник США, но Украине помогает лишь гуманитарными поставками. В этом она тоже похожа на Израиль. Видимо, такая ситуация и сохранялась бы и дальше, ведь проблемы на ровном месте корейцам ни к чему. Но Владимир Путин фактически принял решение за них. После его приезда в Пхеньян, горячих объятий с северокорейским генсеком и подписания соглашений о де-факто военном союзе, никаких ограничений для Республики Корея больше нет. Никакого резона переживать о потенциальном союзничестве Пхеньяна и Москвы у Южной Кореи нет. Ведь союз уже случился. Это еще одна интересная история про большой геополитический гений Владимира Путина. Как вообще можно совершенно на ровном месте задолбать страну, которая в целом была нейтральна, и задолбать до такой степени, что Украина потенциально получит одного из самых могущественных союзников? Довести нашу страну до такого выдающегося международного положения, что ее президент вынужден скакать вокруг главного мирового изгоя и де-факто стать стороной совершенно чужого конфликта, вызвав этим очевидную реакцию. Какое-то прям феноменальное достижение. Такие истории очень полезно помнить, когда в очередной раз начнутся разговоры, мол, Россия может воевать вечно, что производит снарядов, ракет, танков всего на свете больше, чем весь мир вместе взятый. Да, у Путина все настолько хорошо и прекрасно, что он подтолкнул фактически нейтральную Южную Корею к прямой помощи Украине, лишь бы Ким дал боеприпасов. Повел себя как младший партнер стрёмного режима, у которого совокупный ВВП вдвое меньше московского бюджета. Определенно от хорошей жизни и радужных перспектив. Кто-то помимо террористических группировок настолько нуждается в Северной Корее, что готов не просто как-то втихаря закупать у нее вооружение, а пойти на союзничество публично. Подписать соглашение, которое не только для Южной Кореи, но и для всего внешнего мира выглядит как шаг эскалации и требует ответа. Да уж, гений геополитический. До завтра.